Каш, Калкан и пляж Капуташ – это вовсе не детская скороговорка. Каш и Калкан, эти города-курорты, стали для меня настоящим открытием. Я бы назвал их парком юрского периода на территории современной Турции. К чему такие громкие аналогии? Все дело в том, что многие из вас ничего не ждут от Турции особенного, кроме отдыха по системе «Все включено», и совершенно напрасно называют ее попсовой страной. Дело в том, что и Каш, и Калкан до сих пор закрыты от нас, так как сюда нет массового туризма и, соответственно, сюда не возят туроператоры. Здесь на протяжении многих лет отдыхают европейцы и богатые турки. И Каш, и Калкан славятся прежде всего необычайно красивыми пейзажами. Здесь чистейшее прозрачное море с потрясным бирюзовым оттенком воды, с множеством пляжей, которые спрятаны в бухтах, самым красивым из которых является пляж Капуташ. Здесь изрезанную береговую линию с множеством полуостровов и заливов окружают величественные горы, поросшие зеленой хвоей и оливковыми деревьями. В этом регионе богатое историческое наследие, ведь в окрестностях Каша и Калкана можно увидеть множество древних построек, которые сохранились до наших дней. Каш и Калкан, в отличие от Турции на все включено, удивят вас маленькими и уютными бутик-отелями, где так комфортно и душевно отдыхается. Здесь нет отелей с питанием «Все включено», зато есть множество действительно необычно оформленных ресторанчиков и баров, которые соревнуются между собой в оригинальности и стильности. Здесь приятно заблудиться в лабиринте старинных узеньких улочек, где доброжелательные, улыбчивые местные жители ни в коем случае не будут вам что-то навязывать, а скорее будут стараться чем-то помочь и очень угодить. Эти два города и пляж Капуташ, находящийся между ними, действительно покорили мое сердце. Друзья, я очень хочу разделить свои эмоции с вами и передать через видео красоту и атмосферу этих мест. Поэтому заваривайте себе чаек или кофеек и устраивайтесь поудобнее. Ребят, я когда планировал снимать видео про эти два городка, Каш и Калкан, я хотел как-то назвать видео «Европейская Турция», там «Как в Европе», «Турция как в Европе». И я знаю, что сейчас полетят в меня, наверное, помидоры и камни, но я скажу, здесь лучше, чем в Европе. Я побывал в многих местах в Италии, в Испании, в Португалии, в Греции, на Кипре. Вы знаете, здесь мне нравится больше. Почему-то здесь есть и такая европейская атмосфера. Здесь к вам никто не пристает. Здесь дешевле цены, нежели в Европе. Здесь обалденно красивая природа. Здесь обалденно атмосферные кафешки, места. То есть я всем рекомендую здесь побывать. И тебе тоже. Начну свой рассказ с города Каш. Он находится между Анталией и Фетией. Расстояние между Кашем и Анталией 189 километров. Чтобы проехать данный путь на машине, понадобится целых 3 часа, так как дорога местами очень серпантинистая, но в то же время очень красивая. Если вы склонны к укачиваниям, запаситесь соответствующими таблетками. Гораздо ближе к городу Каш находится город Фетия. Расстояние до него 106 километров и приблизительно 1,5 часа пути. Поэтому, если вы решили отдохнуть в Каше, лучше прилететь в аэропорт Даламан, который находится в получасе езды от Фетии. И, соответственно, дорога от аэропорта до города Каш займет у вас 2 часа. Также между Кашем и Фетией существует регулярное автобусное сообщение. Город Каш известен со времен Древней Ликии и был достаточно важным и крупным портовым городом. Позднее городом завладели греки и начали называть его Антифелос. В напоминание о тех временах в центре города замечательно сохранился древнегреческий амфитеатр, с которого открывается бесподобный вид на Средиземное море и ныне существующий греческий остров Кастелариза,
который удален всего на 5 километров от побережья. В настоящее время территория перед амфитеатром окультурена. Здесь есть подсветка, выложены деревянные дорожки, вокруг растут оливковые деревья. Если вы будете в Каше, я очень рекомендую забраться на самые высокие места амфитеатра и полюбоваться пейзажами вокруг. И может быть у вас в голове всплывут картинки из далекого прошлого этих прекрасных мест. Во времена Османской империи здесь также преимущественно проживали греки, которые в основном занимались рыболовством. И лишь в 1923 году все греки были переселены на территорию современной Греции, а город полностью заселили турки. Именно тогда город получил нынешнее название Каш, что переводится с турецкого как «бровь». И действительно, своей изогнутой вдоль побережья формой город напоминает бровь. Именно благодаря греческому наследию город имеет свою особую, ни с чем не сравнимую атмосферу. Ребят, побывав в Каше, вы удивитесь местным колоритным узеньким мощеным улочкам. Безусловно, важной достопримечательностью города Каш являются его узенькие старинные улочки, гулять по которым очень приятно. Ваш взор постоянно цепляется за старинную архитектуру невысоких беленых на греческий манер домиков с деревянными балконами, за огромные яркие гирлянды растения бугенвиллия, которые украшают фасады этих домиков. На этих улочках находится множество ресторанчиков, магазинчиков, и все они уникальные и не похожие один на другой. Именно эти улочки выгодно отличают город Каш от других курортных городов так знакомой нам Турции. Гуляя по этим улочкам, отвлекаешься ото всех проблем, потому что в этот момент ты становишься маленьким ребенком, впервые попавшим в магазин игрушек. Все хочется рассмотреть, потрогать и, конечно же, сфотографировать. В общем, друзья, однозначно мой рекомендейшн – гулять, гулять и еще раз гулять в центре города Каш. Ребят, отдельная тема в Каше – это рестораны и бары, которых здесь множество. И все они настолько эксклюзивные, настолько необычные, настолько душевные, что это мне даже напоминает даже не Европу, а скорее Бали. Потому что все здесь сделано с душой, здесь нету никакой навязчивости, тебя никто не тянет за руку за стол. Просто хочется заходить в каждую кафешку, сидеть за каждым столиком и пробовать, что делают, что готовят в таком красивом месте. В общем, ребят, если вы любите такой европейский отдых, вы любите посещать ресторанчики уютные, именно здесь, в Каше, вы это найдете вот с головой. Ребят, что выгодно отличает Каш от остальной привычной для нас Турции, это эксклюзивные, необычные, не китайские, а очень красивые, милые и сделанные с душой сувениры. Мы вот ходим, кажется, вещи, безделушки, они нам скорее всего не нужны. Но мы хотим их купить, потому что видно, что сделаны с душой, сделаны красиво, сделаны как-то вот так вот необычно, эксклюзивно, и их хочется купить.
Ребят, я надеюсь, что вам нравится это видео. Я надеюсь, что благодаря ему вы открыли для себя новые интересные места в Турции, о которых даже ранее не подозревали. И обязательно подпишитесь на мой канал, потому что я снимаю и буду продолжать такие места в Турции и в других странах, которых вы не знаете, которые вас вдохновляют на путешествие. Как я уже говорил, в Каше нет отелей по системе «Все включено». Также здесь нет и отелей с большими территориями, к которым мы так привыкли в обычной Турции. Акцент в здешних отелях совсем на другом. Это прежде всего уют, комфорт, стильный интерьер, превосходный сервис и отношение к каждому постояльцу как к постоянному гостю. Отели могут располагаться как близко к центру, где в пешей доступности вся инфраструктура города, так и в верхней части, располагаясь в которой желательно иметь машину. Зато в качестве бонуса у вас наверняка будет шикарнейший вид на море. Отдельно хочется рассказать о пляжах города Каш. Наверняка многим они будут не по вкусу, но лично мне они очень-очень понравились. Фактически каждый из них расположен в небольшой бухточке, иногда даже совсем небольшой, где от силы поместится около 10 человек. Везде при входе в воду маленькая галька, что позволяет воде быть необычайно прозрачной и бирюзовой. Ребят, вот такие вот, как за мной, бирюзовые, чистые, маленькие, уютные пляжи в регионе Каш. И вот я сейчас на одном из них показывал вам другие. Вы знаете, атмосфера просто бесподобная. Я опять же вспоминаю Албанию, этот пляж Ксамили, которым все вау. Ну тут, за каждым поворотом такой пляж, такая атмосфера, уют. Реально, приезжайте сюда, кто любит бирюзовенькую водичку и вот такую необычную атмосферу, совершенно не такую, как на пляжах в отелях «Все включено». Больше всего мне запомнилось место у основания полуострова Чукурбак. Здесь на расстоянии 30 метров друг напротив друга расположены два пляжа. Причем оба, как здесь повелось, с чистой прозрачной и бирюзовой водичкой. На пляжах присутствует вся необходимая инфраструктура, шезлонги и зонтики, туалеты и переодевалки, а также небольшое кафе. Один из пляжей смотрит непосредственно в бухту. Море здесь мелкое и фактически нет волны. Наверняка в этом месте будет удобно семьям с детьми. Второй же пляж, который напротив, имеет открытый вид на море и более пологий заход в воду. Место, в общем, красивое и необычное. Друзья, мой настоятельный recommendation. Друзья, ваши лайки, ваши комментарии, ваши замечания очень сильно мотивируют меня создавать видео. Поэтому пишите обязательно, ставьте палец вверх, будьте обязательно подписаны на мой канал. И я обещаю, вас ждет очень много увлекательных видео с разных интересных мест нашей планеты. Рассказывая о городе Каш, не могу не упомянуть очень живописный полуостров Чукурбак, который протяженно врезается в море параллельно побережью. В отличие от центральной и шумной части города, здесь царит спокойствие и тишина. На полуострове нет ресторанов, магазинов, баров, зато есть дорогие бутик-отели и респектабельные виллы.
но при этом здесь ездит городской автобус. Береговая линия полуострова достаточно каменистая, лишь кое-где есть небольшие, но в то же время очень живописные пляжи в маленьких бухтах. Здесь можно арендовать шикарную виллу. Конечно же, стоит это очень дорого, но при этом вы получаете умиротворение, необычно красивые виды на Средиземное море, живописную природу и вид на греческий остров Кастеллариза. Ребят, продолжая путешествие по такой европейской, необычной Турции, для меня стал открытием один город. Мы совершенно случайно на него наткнулись, совершенно случайно в него заехали перекусить и обнаружили такую изюминку, такой колорит. Это город Калкан. Запоминайте, Калкан. Город Калкан находится в получасе езды от города Каш и при этом расположен в закрытой бухте. Именно эта бухта служит отличным убежищем от непогоды для яхт. Город расположен на склоне, именно поэтому в нем очень много улочек, спускающихся вниз к морю. Непосредственно внизу, около пристани, находится самая красивая часть города, где расположено большое количество кафе и ресторанов, многие из которых имеют террасы на крыше. Около гавани находится муниципальный пляж из мелкого белого камушка, который придает воде в этом месте красивый бирюзовый оттенок. Также недалеко от Калкана находится самый красивый, необычный и поэтому очень популярный пляж Капуташ, который я покажу вам немножечко позже. Поэтому, друзья, не переключайтесь и смотрите мое видео до конца. Ну вот, мы добрались в еще один уютный городок на берегу Средиземного моря. Городок, про который вы, я уверен, не знаете, про городок Калкан. Когда-то давно его для себя открыли английские яхтсмены. С тех пор они очень сильно его облюбовали. Здесь англичане покупают квартиры, здесь они зимуют, здесь они живут. И здесь все условия для отдыха именно англичан. Почти весь персонал в ресторанах владеет хорошим английским языком. Здесь уютное кафе, здесь есть бары, здесь смотрят английскую премьер-лигу в барах. Здесь вот, где я нахожусь вечером, все светится, красивое, яркое. И, конечно же, здесь уютная атмосфера, конечно, здесь уютные рестораны. И здесь безумно приятно гулять как вечером, так и днем. Ребят, очень атмосферный город Калкан. Здесь столько инстаграмных мест. И я вам скажу, что видео появляется всегда с задержкой на моем канале. А фотки в инстаграме фактически в режиме реального времени. Обязательно подписывайтесь на него, и вы сможете видеть те места, которые я посещаю или посещал, вдохновляться и путешествовать самостоятельно или вместе со мной. Здесь, в этом городке, есть такая своя фишечка – это террасы. На многих домиках сверху находятся террасы, откуда открываются виды на городок, на гавань, которая здесь есть, на красивенький пляж, который здесь есть. Магазины и сувенирные лавочки в городе Калкан также преисполнены эксклюзивностью и душой.
глядя на которые невольно задаешь себе вопрос, как же люди здесь любят окружать пространство вокруг себя красивыми и милыми вещами, и при этом без пафоса, роскоши и вычурности. Ребят, ну вот вы просто вдумайтесь, это сувенирный магазин. Это произведение искусства. Вспомните магазины на Анталийском побережье с сувенирами. Ребят, начиная от Тикирова до Калкана находится очень много пляжей. Они есть песчаные, галечные, но самый красивый, самый популярный, самый такой излюбленный и с белым песочком, с бирюзовой водой — это пляж Капуташ, который находится за мной. Сюда приезжает очень много людей, вокруг припаркованы машины, очень сложно припарковаться, мы приехали для этого только вечером, чтобы было где стать. И сейчас мы спустимся ниже и полетаем сверху, чтобы я вам показал, какие здесь офигительные пляжи, которые вы можете посетить. Пошли! Ну что, ребят, рассказывая про пляж Капуташ, здесь есть все удобства. Здесь есть зонтики, шезлонги, которые можно взять на прокат. Здесь есть переодевалки, душевые. Здесь есть кафе. Здесь есть тот песочек, который вы любите. Чистенькая водичка. Но также здесь есть, как я говорил, очень много людей. Сюда однозначно стоит приехать, но не в выходной день, потому что здесь много местных людей, которые заполняют весь этот пляж. Ну что скажешь? Как дела? Скажи, иди куда шел друг, иди куда шел друг, не мешай, я западал. Видишь, я западал. Отдельно хочется упомянуть еще одних жителей здешних мест. Это кошки и собаки. Именно они отражают всю суть этих курортных городов. Эти четвероногие друзья всем своим видом показывают туристам о том, что нужно расслабиться, перестать куда-то спешить и, будучи расслабленным и умиротворенным, созерцать всю красоту природы и бытия. Они как будто говорят нам: «Эй, двуногие, успокойте свой разум, расслабьтесь, будьте здесь и сейчас, цените каждую минуту своей жизни». Я вам этим видео показал, что Турция может быть другой. Причем совершенно другой, более европейской, но в то же время самобытной, со своими красивыми местами, красивыми колоритными городами, необычными кафешками, уютными чистыми пляжами. Вы можете писать, задавать вопросы в комментариях под этим видео о этих регионах, может быть, о других регионах. Можете писать непосредственно, запросить, я организую для вас тур в эти места. Подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И это лучшее путешествие, отдых с Виктором Гулько. Пока, мои хорошие!